Есть такой старый анекдот. Однажды Генри Киссинджера попросили объяснить, что такое челночная дипломатия. «О, это универсальный метод. Поясню на примере», — сказал Киссинджер. Вы хотите методом челночной дипломатии выдать дочь Рокфеллера замуж за простого парня из русской деревни. Это невозможно. Каким образом? А очень просто. Я еду в русскую деревню, нахожу там простого парня и спрашиваю: «Хочешь жениться на американке?» «Зачем? У нас полно своих девчонок». «Но она дочь миллиардера». «О, это меняет дело». Тогда я еду в швейцарскую деревню на заседание правления банка. Спрашиваю: «Вы хотите иметь президентом настоящего сибирского мужика?» «Нет», — говорят в банке. «А если он при этом будет зятем Рокфеллера?» «О, это меняет дело». Еду к Рокфеллеру. Спрашиваю: «Хотите иметь зятем русского мужика?» «Ну, у нас в семье все финансисты. А он как раз президент швейцарского банка». «О, это меняет дело». «Дочь, поди-ка сюда. Мистер Киссинджер нашел тебе жениха. Это президент швейцарского банка». Эти финансисты все дохляки. «Да, но этот сибирский мужик». «О, это меняет дело». Много ли американских политиков и общественных деятелей стали героями русскоязычных анекдотов? Пожалуй, не очень. И если бы существовал некий мировой рейтинг самых влиятельных и известных дипломатов 20 века, то Генри Альфред Киссинджер бесспорно мог бы претендовать на верхние строчки там. При этом сложно найти в мировой дипломатии фигуру более противоречивую, чем Киссинджер. О нем мы сегодня и поговорим. Погрузимся в войны и мир Генри Киссинджера. Разберемся, кем он был и чем занимался. В начале жизни Хайнц Альфред Киссингер, известный нам как Генри Киссинджер, прошел, что называется, по лезвию бритвы. История его вполне могла закончиться, толком не начавшись, как случилось со многими еврейскими детьми, родившимися на территории Германии в 1923 году. Спасаясь от преследований, семья решилась на эмиграцию в США в конце 30-х. Переезд на другой континент для семьи школьного учителя и домохозяйки стал непростым делом. Однако мать Генри, Паула, настояла на таком решении и оказалась права. Все ближайшие родственники Киссингеров, оставшиеся на родине, погибли в лагерях смерти. Первые годы жизни в Америке Генри шел по типичному пути подростка-эмигранта. Вечерняя школа, совмещенная с низкоквалифицированной работой на местной фабрике. Поступление в колледж на бухгалтера было для такого старта уже большим успехом. Но доучиться до диплома Генри не успел. В 1943 году молодого человека призвали в армию. В этом же году он получил американское гражданство. В армии судьба свела Генри с американским военным педагогом и советником Фрицем Кремером. Несмотря на существенную разницу в возрасте, целых 17 лет, два иммигранта из Германии сблизились. Интеллект и свободный немецкий молодого курсанта впечатлили Кремера, и тот рекомендовал Киссинджера к службе в контрразведке. В составе своей дивизии он был отправлен за океан, где принял участие в Арденнской операции. Пожар мировой войны, разразившийся в Европе за спиной покидавшей родину семьи, снова оказался перед Киссинджером. Вместе с тем, война дала ему возможность проявить себя. Знания немецкого языка и культуры страны оказались важным преимуществом, и юношу назначили ответственным за денацификацию города Крефельд. В его обязанности входило выявление скрывающихся нацистских преступников и восстановление гражданской администрации. Задание было выполнено быстро и успешно. Что примечательно, Киссинджеру и его подчиненным удавалось вычислить и задержать бывших офицеров гестапо, почти не вредя мирным жителям. Хотя полномочия у американских военных были самыми широкими, и можно было бы и вредить, но получалось обходиться без этого. Спустя год службы в Германии Киссинджер стал преподавателем в школе разведки командования вооруженных сил США в Европе. Вернувшись в Соединенные Штаты, Киссинджер окончил Гарвард. Затем преподавал там же и посвятил десятилетия научно-исследовательской работе. Совет по международным отношениям, фонд братьев Рокфеллеров, Центр международных отношений при Гарвардском университете. Вот неполный список организаций, в которых работал Генри Киссинджер в то время. Вместе с тем молодой ученый начал сотрудничать с рядом правительственных агентств в качестве консультанта. К началу 60-х Киссинджер заработал репутацию видного эксперта по международным отношениям мирового уровня. В 1968 году президентом Соединенных Штатов стал Ричард Никсон. После инаугурации он пригласил Генри Киссинджера занять пост советника по национальной безопасности.
Тут нужно заметить, что предвыборная кампания Никсона проходила под лозунгом «Я закончу войну во Вьетнаме». Американское общество было всерьез раздражено затянувшимся конфликтом на другом конце света. В боевые действия к тому моменту были вовлечены около полумиллиона военнослужащих. Примерно 31 тысяча американских солдат и офицеров уже погибли на вьетнамской земле. Зачем? Ради чего? Эти вопросы общества выливались в масштабные акции протеста с конкретными требованиями немедленно завершить бессмысленную геополитическую авантюру. Но для Белого дома все было не так просто. Взять и вывести войска, унести ноги из Вьетнама – такое решение, по мнению Никсона и Киссинджера, могло опрокинуть авторитет Штатов на мировой арене и спровоцировать просоветские и мусульманские режимы на новые военные операции. Но что тогда остается? Продолжать зашедшую в тупик войну? Недовольство американского общества уже слишком велико. Первые раунды мирных переговоров вел еще предшественник Никсона на посту президента США Линдон Джонсон. Дипломатические встречи по достижению мира продолжались в общей сложности 5 лет. Переговоры то заходили в тупик, тогда стороны обменивались ультиматумами, то переходили в закулисный формат, тогда к ним привлекались союзники обеих сторон. В общей сложности Киссинджер встречался с представителем Северного Вьетнама 68 раз. В январе 1973-го в Париже мирные соглашения наконец были подписаны. США вывели войска в 1973-м. Сама Вьетнамская война завершилась в 1975-м. Стороны обменялись военнопленными, а Генри Киссинджер был удостоен Нобелевской премии мира. Американский дипломат премию принял, а вот его вьетнамский коллега Ле Дык Тхо от нее отказался. Для Киссинджера диалог с Вьетнамом стал, пожалуй, первым масштабным опытом практического применения дипломатии. И опытом успешным. В том же 1973 году Генри Киссинджер стал госсекретарем Соединенных Штатов. Это американский министр иностранных дел. Появление термина «челночная дипломатия», калька с английского «shuttle diplomacy», тоже связано с именем Генри Киссинджера. Октябрь 1973 года. Коалиция арабских государств атакует Израиль, намереваясь вернуть потерянные во время шестидневной войны территории Египта и Сирии, а еще сбросить Израиль в море. Локальный конфликт отягощен тем фактом, что союзниками сторон выступают США и СССР. Советский Союз и до прямого военного конфликта поставлял вооружение арабским странам, а после начала войны наладил так называемый воздушный мост, непрерывные поставки боеприпасов и оружия авиации. А вот военная помощь Израилю стала поступать не сразу. Поначалу, когда поддержка была нужна особенно остро, ее не было. Но когда Израиль выстоял и перешел в контрнаступление, Соединенные Штаты запустили поставки в полной мере. Есть несколько причин, почему США так медлили. Во-первых, чтобы не идти на обострение с Советским Союзом. Во-вторых, чтобы не испортить отношения с нефтедобывающими странами Персидского залива, которые тогда были против существования Израиля. Ну и в-третьих, Штаты очень хотели притянуть в свою орбиту главного врага Израиля на тот момент – Египет. Огромный Египет поинтереснее маленького Израиля. В общем, real politics. Хотя, конечно, сдавать Израиль тоже тогда никто не собирался. На тему этих событий тоже есть анекдот. Голда Меир потребовала от Генри Киссинджера безоговорочной поддержки Израиля, обосновывая это тем, что тот еврей. Киссинджер ответил: «Я, во-первых, американец, во-вторых, госсекретарь, а лишь в-третьих, еврей». На что Голда Меир ответила: «А мы в Израиле читаем справа налево». Но вернемся к событиям октября 1973-го. Обстановка накаляется, Израиль не просто выстоял, но пошел в контрнаступление, взял в окружение огромную египетскую армию, зашедшую на Синайский полуостров, и оказался на открытой дороге на Каир. Попытка Израиля пойти на Каир или уничтожить окруженную египетскую армию могла привести к быстрой эскалации войны, которая грозила уже прямым столкновением двух ядерных держав. Брежнев шлет Никсону телеграмму с угрозами, ядерные и военно-воздушные силы Штатов и Советского Союза приведены в боевую готовность. Киссинджер отправляется в свой вояж с челночной дипломатией. За считанные дни он проводит множество встреч с непосредственными участниками конфликта и их союзниками. Достигается соглашение о прекращении огня. Для патрулирования района боевых действий направлены миротворцы ООН. Война, угрожавшая перерасти в прямое столкновение двух ядерных держав, остановлена. Киссинджер отмечал, что самое тяжелое бремя политиков – это необходимость принимать решения, когда не хватает ни времени, ни информации, а последствия твоих решений невозможно предсказать.
В отличие от историка или аналитика, государственному деятелю дается только одна попытка, и его ошибки непоправимы. Для человека, который своими глазами видел последствия Второй мировой войны, разрядка напряженности между США и СССР стала, пожалуй, самым важным профессиональным достижением. В 1969 году Киссинджер налаживает свой канал связи с послом Советского Союза Анатолием Добрыниным. В течение 2 лет по этому каналу идут секретные переговоры, улаживаются самые разные внешнеполитические разногласия Москвы и Вашингтона. И когда кризис, связанный с арабо-израильским конфликтом, уже позади, принимается решение о проведении саммита в Москве. В переговорной с американской стороны только президент Никсон и Генри Киссинджер. Ни министр обороны США, ни представители государственных агентств к переговорному процессу не допущены. Итогом встречи стал договор об ограничении стратегических вооружений. Это был первый шаг к снижению градуса напряженности. Переговорный процесс шел все начало 70-х годов. Весной 1973 года подписан договор о дальнейшем сокращении стратегических ядерных вооружений. Летом того же года договор о предотвращении ядерной войны. Еще год переговоров, и вот в 1974-м президент Никсон приезжает в Москву. Главы государств договариваются о запрете ядерных испытаний и подписывают предварительный договор. Затем следует саммит во Владивостоке, где генсек СССР Леонид Брежнев и новый президент США Джеральд Форд договариваются об ограничении стратегических вооружений. Гонка вооружений приостанавливается. Начинается разрядка. Еще через год главы государств подписывают в Хельсинки заключительный акт совещания по сотрудничеству и безопасности в Европе. Так, маленькими шагами мир постепенно отдаляется от угрозы столкновения 2 сверхдержав. Параллельно этим событиям в азиатском регионе раскручивается другой дипломатический сюжет, в котором Киссинджер сыграл закулисную, но далеко не последнюю роль. События, форсируемые Киссинджером, породили новый инструмент международных отношений, так называемую пинг-понговую дипломатию. Давайте для начала взглянем на контекст. На протяжении многих лет отношения США и Китая были, мягко говоря, напряженными. Более 30 лет с самого прихода коммунистов к власти в Китае в 1949 году США признавали Тайвань законным правительством. Но в 1971 году ООН признала таковым материковую Китайскую Народную Республику. Дело в том, что КНР рассматривалась Соединенными Штатами как возможный союзник в противостоянии с Советским Союзом во время Холодной войны. Только представьте, объединиться с коммунистическим Китаем против коммунистического же СССР. Киссинджер, видимо, представил. В 1971 году он совершил секретный визит в Китай, во время которого провел переговоры с премьером Чжоу Эньлаем. Считается, что именно этот визит Киссинджера и состоявшиеся в его рамках дискуссии сыграли решающую роль в налаживании отношений США с Китаем. А наглядным результатом секретных переговоров стал официальный визит президента США Никсона в 1972 году. Ну, с нормализацией американо-китайских отношений все более-менее понятно, но при чем тут пинг-понг? При том, что Киссинджер запустил разрядку, а китайские дипломаты умело ее подхватили. В апреле 1971-го сборная США по настольному теннису находилась в Японии на чемпионате мира по настольному теннису, пинг-понгу. Тогда, прямо во время спортивных мероприятий, китайские коллеги передали американской команде приглашение посетить Китай. Это стало первым приглашением американских спортсменов в Китай аж с 1949 года. Спустя год, в апреле 1972-го, группа американских игроков в пинг-понг посетила Китай. Визит широко освещался в СМИ и даже получил отражение в массовой культуре. В известном фильме «Форест Гамп» главный герой становится членом сборной США, посетившей Китай. Сам жест спортивной дипломатии помог разрушить некоторые политические барьеры между двумя странами. Пост госсекретаря США Генри Киссинджер покинул в 1977 году. После этого он выпустил 3 тома мемуаров, организовал консалтинговое агентство, до 90 лет писал регулярную колонку о международной политике и выступал в политических телешоу. Последней должностью на госслужбе для Киссинджера стал пост главы комиссии по расследованию событий 11 сентября. Впрочем, занимал он его недолго. Закон требовал раскрыть имена частных клиентов, которых консультировал бывший госсекретарь. Киссинджер отказался и предпочел отставку. У Генри Киссинджера было немало критиков, обвинявших его в цинизме и в том, что он готов использовать любые средства для достижения цели. Нельзя сказать, что эти обвинения были несправедливы. Киссинджер был инициатором политики администрации США, поддерживающей военный переворот в Чили в 1973 году, в результате которого к власти пришел диктатор Аугусто Пиночет.
Его обвиняли в санкционировании бомбардировок Камбоджи и Лаоса во время войны во Вьетнаме. В 1975 году президент Форд по призыву Киссинджера дал добро на вторжение армии Индонезии в Восточный Тимор, чтобы предупредить создание на территории бывшей португальской колонии левого правительства. Это привело к гибели более 100 тысяч жителей Восточного Тимора. Дело в том, что Киссинджер придерживался теории эффекта домино. Теория, если совсем просто, гласит, что победа национально-освободительного движения в одной стране может вызвать цепную реакцию и привести к власти экстремистов и там, и во многих других странах. Чтобы этого избежать, допустимо использовать любые методы, даже террор. Не моральные ценности или идеи верховенства права были в основе его дипломатии, а то, что принято называть реалполитик – реальная политика. Вне морали и вне идеологии, только рацио, только целесообразность. Локальная война где-то на африканском континенте – это прискорбно, но для людской цивилизации, по мнению Киссинджера, вполне переживаемо. Полномасштабная война между такими гигантами, как США, СССР или Китаем, вооруженными к тому же ядерным оружием, смертный приговор миллионам, если не всему человечеству. Жертвовать меньшим ради сохранения баланса сил в такой системе координат не только допустимо, но, по мнению Киссинджера, и правильно. С этих же позиций Киссинджер комментировал и войну между Россией и Украиной. В своих высказываниях он склонялся к учету интересов всех сторон и поиску приемлемых компромиссов между Россией, Украиной и коллективным Западом. Причем говорил он все это в самом начале войны. Стояла ли за этим попытка выиграть прошедшую войну? Или это был пронесенный через всю жизнь ужас перед конфликтом мирового масштаба, сносящим все на своем пути? Или это все-таки был накопленный годами опыт? Неизвестно. Есть такое мнение, что любая война – это провал дипломатии. Жизнь столкнула Киссинджера с десятками вооруженных конфликтов. Один из них повлиял на его судьбу и мировоззрение, а в других случаях на развитие событий мирового масштаба влиял он сам. Генри Альфред Киссинджер скончался 30 ноября 2023 года в возрасте 100 лет. И как бы наши современники и потомки не относились к личности Генри Киссинджера, вся мировая дипломатия живет в мире, архитектура которого создана при его участии и пользуется инструментами, которые он придумал. Вот такая личность. До завтра. Приглашаем вас на театрализованное представление Максима Каца. Закулисная жизнь канала, запись ежедневного ролика, общение с залом. Тель-Авив, Франкфурт, Цюрих, Париж, Рига, Таллин, Милан, Барселона, Варшава, Лиссабон, Вильнюс, Хельсинки. Билеты на сайте maximkatz.com.